Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как вы думаете, что делают женщины разных стран, когда муж уезжает в командировку? Француженка спешит к любовнику, немка идет за покупками, англичанка планирует экскурсию, а мы, русские, затеваем генеральную уборку. Да, я почистила шкаф. Это вещи, из которых выросла, те, которые морально устарели, в катышках, потерявшие вид. Но даже такое жалко выкидывать. Ткань может пригодиться. Шкаф почистила, все по фэншуй. Режем все на квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров. Ткани все разные. И тонкий шелк, и шифон, и футболочный трикотаж, и подкладочная ткань, и атлас. Самое главное, нужна хорошая плотная ткань для основы. От ее качества будет зависеть качество изделия. Нужна ткань, которая не тянется ни в одном направлении, в том числе и по диагонали. Складываем ее углом, как снежинку, и вырезаем круг. У меня радиус 34 сантиметра. Предполагаемый размер коврика 68 сантиметров. Конечно, можно делать и больше, но с большим размером сложно работать. Полотно получается тяжелое. Намечаем середину основы. Укладываем яркий лоскуток. Это серединка. Формируем лепестки. Берем деталь. Складываем ее пополам, находим середину, а потом загибаем сначала одну сторону, потом другую. Делим ее на 3 части. Получается очень милый клювик. Укладываем эти клювики открытыми концами к центру и пришиваем. Так мы зашиваем всю середину. Центр состоит из 6 клювиков. Следующим рядом закрываем промежутки. Конечно, дело это не быстрое, требует усидчивости и терпения. В помощники можно позвать маленьких детей. Они могут вам помочь складывать эти лепестки-клювики и подавать. Я как-то шила такой коврик из остатков хлопковых тканей. Дети сворачивали клювики, мне подавали, я их проутюживала и складывала стопочками, сортируя по цветам. А потом при шитье все это использовала. Розовых тканей у меня было совсем немного. Добавила к ним ярко-красных и перехожу на более светлые ткани. Я шью, исходя из того материала, который у меня есть. Вы возьмете свои ткани, и у вас получится свой вариант. Не угадать. Весь подбор лоскутков на уровне интуиции, нравится, не нравится. Помню, что самый первый коврик в такой технике я шила, когда мне было лет 14-15. Использовала все обрезки, хлопковые лоскутки, которые нашла в доме. Как творец я видела кучу недостатков. Основа немного растянулась, край повело. Но мы пользовались этим ковриком. Он лежал в комнате брата около кровати. И мне казалось, что я нашила полную ерунду, которая совсем никуда не годится. Но однажды мы делали уборку, брат все коврики понес на улицу выхлапывать. И пока он хлопал другие, простые магазинные коврики, мой самодельный у него украли. Брат был занят делом, и кто-то из прохожих сделал коврику ноги. Вот так я поняла, что мое искусство нравится людям. Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно старинные полотна. Дело потихоньку, но движется. С обратной стороны следы швов. Сами видите, что детали прошивала для крепости несколько раз.
И работу делаем с приставным столиком. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Иначе его может повести под собственной тяжестью. И вот наступает такой момент, когда все цветные лоскутки использованы, остались только черные. При всей легкости задумки шить что-то все равно сложно. Это коврик, он тяжелый, и черные кусочки из более плотной ткани. И в некоторых местах очень много слоев, толстые соединения. А завершение работы подрежем края, уберем лишнюю ткань. Открытые срезы обработаем косой бейкой. Так как края очень толстые, бейку выкроила шириной 5 сантиметров. Все пришивала на швейной машинке. Ну все, готово. Все открытые срезы закрыты, спрятаны, ничего не сыпется. С изнанки тоже все аккуратно. Коврик плоский, лежит ровно. Когда начинала шить, даже отдаленно не предполагала, что может так интересно и эффектно получиться. Особенно если учесть, из чего я творила и какие тряпки были в моем распоряжении. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Избавилась от целой кучи хлама, которая просто занимала место в шкафу, дала этим вещам новую жизнь, чтобы они еще послужили. Надо помнить, ткани эти приятные телу. Тот же самый футболочный трикотаж – это хлопок. И хочется окружать себя натуральными материалами. Ведь так приятно, просыпаясь утром, вставать босыми ногами на такой замечательный коврик, а не на голый пол или бездушную синтетику. Всем доброго утра, приятного дня, уютного вечера. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!